Итак, вся команда в сборе. Вся команда в сборе. Мы едем аккуратно, не торопимся. Жмем обочечников. Обочечники немножко недоумевают, но пытаются прорваться. Собралась огромная пробка из-за аварии, которую устроил обочечник, который въехал в нашу машину. Та синяя машина на первом кругу, оказывается, была наша. Вот, поэтому мы включаем сейчас Power режим и будем немножко ближе держаться к Виталику. Рабочий объем. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Давайте помогать друг другу. Так, Ира начала качели. Прекрасно, практика. Так, этот чувак хочет туда прорваться, хочет, сладкий наш маленький ребятеныш. Вот снимай эту рожу. И бабу его снимай тоже. Молодец, Ирина, молодец, говорю я ей, хоть она меня и не слышит. Он решил, что он сейчас прорвется. Но он не понимает, что Ирина просто будет издеваться над ним и немножко, как это ласково сказать, подрюкивать его, да? Подрюкивать для того, чтобы они не чувствовали себя хорошо. Вот сейчас конец. Тут надо бы, конечно, было притормозить Ирине, как что она и сделала, собственно. Молодец, молодец, Ирина. Вот что значит опыт, ребята. Вот что значит опыт. Работа в такси все-таки это очень круто. Так, ой, сзади едет, смотрите, АМР с мигалкой. Снимай, снимай, снимай. Ой-ой-ой-ой-ой, весь распипикался, да всем глубоко наплевать на тебя, дружище. Глубоко снимай его рожу, снимай его рожу. Видите, какой он красивый, весь моргает, сверкает, а всем насрать глубоко на тебя, дружочек, что ты едешь со своей мигалочкой. Едь как все. Слуга народа какой-то там едет, пусть и едет как все. С народом, вот с этим самым народом. Сиди и не вылазь. Хочешь преимущество, на левую полосу, и там тебя, может быть, кто-нибудь и пропустит. Но тоже далеко не факт, что так будет, потому что никто не любит простых слуг народа. Видите, все-таки разум возобладал, и чувак уехал в полосу. Ну, с его мигалкой, с его крякалками надо ехать на левую полосу и там гнать, собственно говоря. Для этого там и есть левая полоса. А здесь самая крайняя полоса за желтой чертой, это полоса бедрил. И здесь не может быть слуга народа. Никак. Чиновник тем более. Только бедрилы. Только бедрилы. Хотя мы знаем немало примеров и среди чиновников, что они бедрилы. Но сегодня здесь, конечно, преимущественно почему-то Volkswagen. Я не понимаю, что происходит, друзья. Первый наш круг были Renault. Сейчас Volkswagen. Что это такое? Это какой-то заговор? Я не понимаю. Ну ладно, нам-то все равно, какая машина. Но хотя есть сзади и Land Rover, и Range Rover, или как-то там они называются, не знаю. И вот такие машины. Это что, Шкода? Шкода. Шкода, опять предъява Грише «Стальные джунгли». Гриша, когда ты уже воспитаешь своих шкодоводов, что нельзя ездить по обочине, это некрасиво. Хотя ты своим примером и показываешь, что так делать нельзя, но недостаточно. Надо чаще выезжать, чаще говорить об этом. Вот, поэтому вот такие вот дела. Здесь у нас как бы разгонная полоса, или не разгонная, как хотите назовите ее, на заправку BP. На заправку BP. Но мы знаем, что никто из них на заправку BP, конечно же, не едет. Они все едут прямо, и поэтому Ирина, молодец, Ирина! Просто супер, просто супер. Вот. И сейчас смотрите, кто из них поедет на заправку. Да никто из них не поедет на заправку. Чувак на Volkswagen не теряет надежды прорваться. Он, не знаю, не понимает, что ли, что его, не получится у него ничего сделать. Ну, что ж, как говорится, мы не против. Кстати, у него, обратите внимание, сзади сидит ребенок. Ребенок сидит сзади и смотрит, как его родители превращаются в бедрил. Вот, да, выше руку. Опасный маневр. Хотел проскочить по широкой, но там же еще 5 машин, дружище. Тебя по-любому прижмут. Кто-то мне звонит. Кто мне звонит?
Здравствуйте. Сразу до свидания. С такими роботами лучше не разговаривать. Как вы понимаете, ничему хорошему они вас не научат. Вот, только наговорят всякой ерунды. Бесплатный там какой-нибудь там обследование, еще что-нибудь такое. Нас это не интересует. Нас интересует соблюдение правил дорожного движения, конкретно на трассе М2 и на всех трассах Российской Федерации, чтобы не было бедрил, чтобы вот таких вот бедрил на глючих, на Volkswagen'ах и прочих машинах, чтобы не нарушали правила дорожного движения, ребятулечки. Вот. Нас это интересует. А бесплатные медицинские услуги пока, слава богу, нет. Итак, опять широкая на широкую. Сейчас, Виталий, Толя, подними руку вверх. Возможно, что Volkswagen этот прыткий попробует, хотя Ирина сразу ему преградила путь и дала понять, что нет, у тебя ничего не получится. И слева прижал его красная машина. Я, к сожалению, не вижу, кто это. Вот. Ну, молодцы. По-моему, это Ford, если не ошибаюсь. Вот. А вот эти рожи, посмотри, вот на них, вот эти, да, видите, едет, снимает очередной блогер, хохочет, что-то там улыбается. Вот. Ну, мозгов-то нет, поэтому все хорошо у него. Едет по обочине на зимних резинах, судя по звуку, на зимней резине с шипами. Вот. Ну и считает, что это все окей. Ну, ладно, окей, хорошо. Снимай вперед. Сейчас бедрилы после камеры будут стремиться покинуть обочину и попасть в левый ряд, или даже до камеры постараются это сделать. Но у них ничего не выйдет, по крайней мере, я надеюсь, до моей машины точно. Вот, поэтому смотрим. Но если они проедут под камеру, пополнят бюджет Российской Федерации, ребята, ну разве мы можем сказать им, что они плохие люди? Конечно, нет. Молодцы, платите штрафы, все будет хорошо. Так, мне звонит Гриша. Не могу не ответить, извините. Да, Григорий. Здоров, шеф, ты где? Мы едем спасать Димона, который на заправке, к которому приехал какой-то там друг к его, ну, с чуваку, с которым он попал в аварию, и что-то они там бычат, мы едем туда. Это, короче говоря, знаешь где? Вот прорвался все-таки Volkswagen, прорвался, ну ладно. Ребята на тяне не стали. Я, Гриш, просто тут это параллельно еще записываю. Смотри. Привет, зрителям. Не, это не прямой эфир, но привет зрителям, Гриша вам всем передал, ребята. Смотри, это находится, где камера стоит, и вот прямо дальше там заправка Роснефть, и вот на этой заправке мы сейчас будем там. Если ты готов. Ну где объезжают вечно, да? Да. Вот мы туда едем сейчас. А ты один или уже с компанией? Не, у нас колонна уже тут едет. Ирина впереди, сзади еще 4 машины, я 5-й. Вот, поэтому подъезжай. Мне одному держать сейчас? Я сейчас только что держал один, Гриша. Ничего страшного, кружок сделал в одного, нормально вообще. Не, я не против, сейчас. Все, давай. Установлю. Давай. Короче, Роснефть, где я понял, где там, да. за лесом сразу. За лесом. Где Петрович? Петрович заканчивается слева, и вот там Роснефть. Все, мы тебя ждем. Ладно, давай. Давай. Volkswagen'ы, подними вперед. Volkswagen'ы прорвались, поехали вперед. И сзади Ирину догоняет Land Cruiser. Land Cruiser, как бы нелепо это ни звучало, но это Land Cruiser, ребята. И вот он пошел по широкой. Ирина проворонила немножко, Ирина. Ну ладно, с такой машиной тяжело тягаться, потому что у нее большие колеса, хорошая подвеска, и Ирина, конечно, не смогла бы. Вот. Ну, зато Опеля мы держим спокойно. Так, не забывай, Толя, протирать линзу. И снимать их рожи поганые. Поганые рожи бедрил не забываем снимать, потому что они должны остаться в памяти надолго, чтобы все знали, все видели, какие это отвратительные рожи. Отвратительные рожи. Вот эти вот, например, вот этого мужика. Посмотрите, какой он. А мы подъезжаем к заправке Роснефть, где идут какие-то качели между нашим Димой и каким-то там чуваком, который приехал ему на помощь. Ну что ж, сейчас мы поговорим с этими людьми, что они хотят, какие претензии у них, непонятно. Мы же сюда заезжаем, почему они все едут там? А мы что, не заезжаем? Так сказали же на Роснефть. Димона спасать. Ладно, похоже, заезжаем.
Но где Димон, я не вижу Димона. А, вон стоит Димон, все нормально. И стоит этот чел, который в него врезался. Так. Они все сюда, а мы вот сюда. Встанем вон там. Постоим, посмотрим, что там делают менты. У нас тут. Итак, полиция у нас тут составляет протокол. Молодцы. Добрый день. Составляете протокол? Обязательно. А второй сотрудник мог бы встать и по обочине вот гонять? Сотрудник проверяет по базе. Проверяет по базе. Я вижу, что он по телефону разговаривает. Проверяет по базе. Ну давайте он сейчас проверит и пойдет, да, регулировать немножечко там. А мы поснимаем, как он работает, как служит народу. Правильно? Все, ждем. Полиции, как мы видим, пробил по базе, видимо, виновника ДТП. И пошел смотреть, регулировать, как, чтобы обочинники не ездили по обочине. Это очень круто. Это очень хорошая практика. Молодец, я стараюсь не выходить на дорогу, как вы видите, чтобы не возникало желания у бедрил, вот едут. Наверняка они объезжали эту пробку. Видите, сколько машин. И все сразу же едут на заправку. Но сколько из них реально заправится? Я даже боюсь предположить. Да, ну... Так, все поворачивают на заправку, ребят. Ну, это прям здорово. Все такие молодцы, все решили сразу заправиться. Это круто. Ну вот Toyota, мы видим, 462. Решил здесь постоять немножко и поедет дальше. Тоже правильное решение, молодец. Молодец. Что-то какие-то терки там, я не понимаю, что происходит. Видите, как сотрудник здорово действует на бедрил. Все сразу уезжают в полосу. Никто никуда ничего не торопится. Все нормально. Все нормально. Что тут происходит? Что тут происходит, я не понимаю. Так, вот эти люди ехали по обочине. Так, ребятулечки у нас тут едут. Вот. Ну, сотрудник работает и молодец, как говорится. Все здорово. Что там происходит? Что ругаются? Из-за чего? Из-за чего ругань? Ну, не дали выехать Субару, хотя она даже подошла, подошел мужчина, Говорит, начал ее сотруднику заблокировали, говорить, вышла, начала орать, не дают проехать, бездельники и так далее. Ай-яй-яй-яй-яй. Пахать надо. Да, идите картошку копать. Ай-яй-яй-яй-яй. «Ну, она проедет. Как не стыдно. А знаете почему? А потому что у нее есть какой-то там пропуск. И она считает себя королевой этой жизни. Но мы-то знаем, что такие королевы плохо кончают. Плохо кончают, что бы это ни значило. Давай в Мерседес въедь, и вообще будет круто. Давай. Мэр ей слышал, бибикнул. Ну так. До свидания! До свидания! Кричим мы этим людям. Она просто не умеет ездить. Вот что я понял, ребята. Она просто не умеет ездить. Мерседес. Ну что, едем? Поехали. Сотрудник. Какой молодец. Снимай сотрудника. Как он стоит и регулирует движение. Не дает бедрилам проехать по обочине. Это очень круто. Это очень круто. Толя забыл пристегнуться. Поэтому мы слышим вот эти звуки. И тут же обочинник пошел обочинник, но, естественно, он никуда не уйдет. Потому что, ибо нефиг, как говорится. Сзади едет еще Mitsubishi Pajero
Периодически идет дождь и, возможно, заливает линзу на камере, поэтому, Толя, не забывай протирать ее. Не забывай ее протирать. Мы эту штуку убираем назад. Вот. Ребята улыбаются, потому что знают, что попали на канал. Канал Дронго. Все подписывайтесь, не забывайте. Форд. Но не получится у Форда ничего. Потому что мало того, что здесь... Ну, даже если сейчас прорвется, ну, окей. Давайте мы его запустим по широкой, по буеракам. Да? Пусть он там пытается, если хочет. А он уже уехал уже. Красавчик, молодец. Снимай вперед. Там гораздо интереснее, чем сзади. Там наши ребята. Наши ребята там. Угу. И все, кто захочет проехать по широкой обочине, мы даже их не будем пытаться удержать. Что там такое? Кто дерется там? Hyundai мы прижимаем. Стой с нами, дружище. Вам что, не за что держаться, что ли? Я не могу понять. Что вот эти вот люди? Андрей? Занимают, руки убери. Это вы понимаете, что это уголовное преступление? А вы понимаете? Вы понимаете, что вот это вот Вы на каком основании уголовное меня преступление? снимаете? Руки. Вы подойдите Я потом в сказал, суд руки. на меня, хорошо? Это не проблема. А вы какое право ограничиваете? Мою свободу! Добби будет свободен. Слышь, не слышь, посты за углом, блядь. Нет меня, тронь меня. Ручки не распускай. Я тебе по яйцам надаю. Номер толкнул. А что, опять авария, что ли? Сейчас ГАИ приедет сейчас. Не надо ввязываться в разговоры. Нет, не признаю вину. Да, я писал. Я остановился. Даже пописал, если и ты выехал. писал, И что? надо И было что? убедиться в безопасности маневра и после вы этого кто выезжать. такой? Я? Да. Я бог обочины! Какая разница, кто я? Подставили. А хотите, чтобы я свою подставил? Да, обязательно. Вызывай, чтобы... У вас есть, кстати, знак аварийной остановки? Нет, нету. Как вы ездите? А так, у меня машина арендованная. И что? И что? Я не знаю, что мне есть. Вы перед тем, как выехать на трассу, должны были убедиться в вы кто такой, комплектности. чтобы меня учить этому? Ну, я же вижу, что вы необразованный человек, поэтому да. я вас учу. Ну хорошо, да. Учите. Доставайте правила дорожного движения. И Так это вам нужно, это вам. Я что Мне вам не нужно. обосновывать я вам ничего не буду. А кто вы такой тогда? Уйдите тогда и сядьте. в машину Почему я должен свою. уходить-то? А почему вы здесь стоите, со мной ведете? Вот беседу? стою, хочу и беседую. А мне не интересно с вами беседовать. Так отойдите тогда. Вы вот на моей машине стоите. Ну и что? Это не ваша земля. Машина ваша, ну и что? И что? Вы можете отойти, если вам не интересно. Что за бей? Нет, пускай скажет, что за бей. Я что сказала? Слушай, а перегаром-то как от вас тянет, барышня? Да. Вау, серьезно? Да. 30 лет ни разу не пила, а тут... Не знаю, ну пахнет от вас, пахнет. Да, вы знаете, Дети, а еще я детей под машину туда, прикиньте. ужас какой. Ой. Ну как, что же вы делаете? Кошмар, да. Прелесть. Просто Вызов прелесть. ментов, долго будем друг друга снимать? Давай. Бля, я не могу. Хорош меня снимать, а? Мы делаем видеофиксацию всего лишь, не снимаем. Ну что вы говорите? Да я в ЦОП. В ЦОД, да-да-да, в ЦОД позвоните. О, слушай, это тот, который Я вам не на камеру. Скажу, выключите, я вам объясню. Что вы мне Вашу объясните? пусть снимает, а скажу, что. Микрофон же, да. Вызывай. Я не понял, что человек хотел мне объяснить. На камеру, без камеры, с микрофоном. Ну ладно, так. Нормальные водители. Эх, Виталик.
Смотрим, как сразу же собирается пробочка. Эти хулиганы, бедрилы вот едут по обочине на красивом автомобиле. Как не стыдно! Но ему, конечно же, не стыдно. Рено, Volkswagen. Опять Volkswagen. Сегодня уже какой-то Volkswagen. Я уже сбился со счета, ребята. Какой-то Volkswagen едет по обочине. Вроде пожилую женщину идет и ребенка. Кошмар. Я просто в шоке. Автобус хотя бы не едет по обочине. И то плюс. А вон там Honda. Honda едет по обочине. Мы смотрим и видим, как она едет. Что вот он, куда вот он поедет. 58-й регион. Сегодня мы уже видели «Газель» с 58-го региона. Вот этот лысый хрен из Бразерс. Вот видите как, мебель на заказ. Никогда не заказывайте у него мебель никакую, потому что он бедрила. Ну что, Виталий, как так получилось? Вклинился с обочины. С обочины выезжал и таранил тебя, да? А потом драться полез? Нет, драться ко мне не полез. Вот они, стоят бездельники. Вот, вместо того, чтобы пойти на завод, работать токарем или валяльщицей какого-нибудь там шерсти, я не знаю даже. Без образования. Вот. Сколько вы на ютубе вот эти зарабатываете ваши? Миллионы, миллиарды. Вот это. Зачем? Вот. Подставы делаете. Вот. Честный человек ехал на работу, спешил, небось. И вы препятствуете проезду. По специальной полосе. Как сказал некогда уважаемый мной Сергей Слонян, теперь он перешел в ранг мудаков, он просто спасать пошел человек. На шоссе еще. Мы, оказывается, ограничиваем свободу этих людей. Но разве можно их назвать людьми? Конечно же нет. Вот. К сожалению, убрать машину нельзя с полосы, потому что виновник аварии, вот этот вот, виновник аварии, он не признает свою вину, и поэтому Европротокол тут как бы не светит пока. Вот мы видим Портер, который едет по обочине, объезжает пробку, которая здесь образовалась из-за бедрила опять. Сегодня уже 3 ДТП, и во всех 3 виноваты именно обочинники, ребята. Именно обочинники. Видите, вот этот Портер сначала ехал по обочине вот с этими прекрасными кавказскими ребятами. И вот этот мини-купер. Стыдно стало, да? Стыдно, девушка, стыдно. Конечно, стыдно. Все понятно. Ребята остановились. Почему-то вот как только я ухожу с обочины, обочинники тут же появляются. Вот видите, сейчас мы их поймаем. Вот этого. Хоп! Поймали. Едет по обочине какой здоровый волосатый мужик. И ты тоже. Яндекс.Такси, как обычно. Вот эта рожа везет пассажирку не пристегнутую. Молодцы. Пацаны, проезжайте, к ним вопросов нет. Они выходили по нужде. А вот едет Дима, держит обочину. Просто молодец. Просто молодец. И один в поле воин. Мы это знаем, ребята. Так, это кто едет у нас? Кто это едет? Я не пущу тебя. Вот тебе моя нога. О, нет, только не это, нет. Какой-то бородатый мужик непонятный. Что ты сюда приехал, а? Тут бьют вас. Бьют? Уже побили. Поздно приехал. Поздно. А? Это буйная хрень. Какая? А что случилось? Что будет сейчас? Неужели будет бой? Андрей, расскажи нам, кто тут с кем столкнулся? Вы знаете, ехал Виталий, наш товарищ, по полосе. Этот товарищ выезжал с обочины и вклинился Виталию вот в крыло. Вот. Здесь у него тоже мы видим повреждение. Ух, ДТП, ребят, ДТП. Вот. Человек не признает свою вину, поэтому, к сожалению, Европротокол не получится составить. Ну и ждем, как говорится, ГИБДД. ГИБДД. Мама, Да. вызывай. Прокуратуру, Юра.
прокуратуру. Он еще отъехал с места ДТП. И наехал на Иру. Таранил Иру еще, ударил. А, еще и в Иру въехал? Да, Ну он да, там он- стоял, В машину? он отъехал сюда, Иру ударил. Вот тут стояла Ира, он начал уезжать, А, прям в Иру въехал. Прям в Иру. Куда? Эй! Что делать? Нет. То есть у нас двойное ДТП. Нашу Нет, он Иру. ехал не в Камри, он ехал водителя. А, Ой, Бедрила показывает жало. А можно, кстати, посмотреть, кто он? а знаешь, в чем проблема? В том, что мы все привитые настолько раз жалили Бедрилы, что все, у нас антитела. Не, они нам так угрожали ведь. Не, жалили. Уже Каждый- жалили? Каждый такой жест – это укол, короче, после Дай. которого иммунитет начинает работать, и мы перестаем... Жесть! быть Бедрилами. Ладно, пока тут ребята разбираются, я пойду посмотрю наших друзей-обочинников. И мне кажется, мне надо поменять аккумулятор. Дальнобойщики приветствуют и благодарят. А мы видим, как массовое наступление бедрил на обочину просто. И еще одно ДТП, что ли? Я не понимаю, что происходит. Ребята, зачем вы едете все по обочине? Как не стыдно? Так, что тут у нас? Зачем ты едешь по обочине, а? Еще и ДТП создаешь. Как тебе не стыдно? Че, он тебя стукнул, да? Ну а ты что здесь делаешь-то на обочине-то? О, ничего себе. Так ты же виноват. Ну так, ты на обочине. Вот еще бедрилы на обочине. Спасибо. Еще одно ДТП, но не с нами, а просто чувак вот этот ехал по обочине. Вот ты зачем едешь по обочине, объясни. Что с тобой движет, почему ты едешь по обочине? Вот что тебя сподвигло делать так? Зачем ты здесь поехал? Вот же дорога. Здесь нельзя ездить. А что будет теперь? Чтобы что? Он уехал. Он уехал, Что ли? да, ты виноват. Так ты в любом случае был бы виноват. Потому что ты на обочине. Ты ехал с обочины и его тиранул. Все. Ты виноват. По обочине здесь нельзя. Он же специально так сделал. Как специально? Тебя здесь не должно быть вообще. В принципе, тебя здесь не должно быть. А ты Он почему-то мог здесь. Ехать, и вдруг резко сердце прихватило, он включает поворотник и вправо Да. резко, а тут вы едете. Он же издевает, танцует, он сразу... Потому что он Правильно считает тебя делает. плохим человеком. Потому что вы надоели. Потому что едешь по обочине. Нельзя ездить по обочине, понимаешь? Вот ты хотел проехать быстрее на 5 минут. Успел? Успел. Вот вызывай ГИБДД. Пусть они оформляют того чувака в розыск, потому что он уехал. А ты будешь стоять часа 3 ждать. Все. А если ты уедешь, тебя тоже в розыск и Да. лишение прав. Скрытие с места ДТП. Потому что я ваше ДТП заснял. Оно будет в Ютубе. И все увидят, как вы врезались. Тебя найдут и депортируют, скорее всего. Вот камера есть, он специально так сделал. Нет, смотри, ты ехал по обочине. Вот ты ехал вот да, здесь. да. Что бы он ни делал вот здесь, тебя здесь не должно было быть. Так как ты был здесь, ты виноват. Ты не Если должен. я виноват, вот Да. хорошо, если я виноват, по обочине ездил, меня штрафуют. А если он же уехал, ДТП, он виноват же. Так ты вызывай ГАИ-то Нет, тогда. ему тоже будет лишение прав. Да, За то, вам что обоим. скрылся. Если Вам- ты вас сейчас обоих уедешь, лишат. тоже лишение А у прав. тебя нет прав, да? У меня есть, все есть. Есть? Ну тогда тебя тоже лишат. Если уедешь. Ну, если ты уедешь сейчас. Поэтому тебе сейчас скрываться нельзя. Ты ГИБДД сейчас вызывай, вызываешь, и они стой, жди. приезжают, фиксируют, выписывают тебе штраф за обочину, и ты спокойно едешь. Хорошо, я вызываю. Давай. И поставьте знак. Знак поставьте. А то за парковку еще без знака привлекут Да-да. 3000 рублей. Вот, ребята хотели сэкономить немножко времени, пораньше приехать к своим дамам. У вас есть у меня номер?
Но я сейчас не смогу посмотреть, к сожалению, Я только могу потом. посмотреть. А ты заснял? Конечно. Вот мы видим, что бедрилы продолжают атаковать обочину. Несмотря на то, что здесь стоит машина, там стоит машина, они все равно прут на обочину. Что движет этими людьми? А где их мозг? Задаю я себе вопрос и не нахожу ответа на него. Потому что, а вот мы видим, там мигалочки едут. Там вон едет ГИБДД. Да, ГИБДД уже едет, несется, потому что сегодня у них напряжный день. Но если бы эти ГИБДДшники делали свою работу, служили как надо народу и предотвращали появление обочинников на полосе обочины, то не было бы таких ситуаций. Теперь Гриша говорит. Я подтверждаю. Молодец. Ну, так-то у него там нет ничего. Так-то у него там нет ничего. Ну, все равно ДТП. Ну, пускай что. Пускай в розыск этого объявляют. Мы уйдем с дороги на бровку. Что за машина стоит? У него ДТП тоже, ДТП. Это сейчас машина. Они сейчас скажут, неужели что-то хоть не с вами произошло? Тут мы ни при чем вообще абсолютно. Они сами. А он уехал, чувак. Я ему дал фотографию с номерами. Да, я оставил, конечно. А там еще одна, да? И там авария, да. А это член, которая скрылась. Я ему передал фотографию с номерами виновника. Ну, хотя виновник он, но раз скрылся, он тоже виновник. Ну да, обоих надо привлекать, да и все. Нас не очень интересует та ситуация, потому что она какая-то странная. А вот ситуация с нашей машиной нас очень интересует, и мы идем туда. Вот это все вот публики. А вы кто? Вы же участник ДТП. Кто эти? Участник ДТП. А это мои друзья. Хорошо, они какие здесь оказались? Кто? Знаете, эти люди ограничили мое движение. Да. По обочине. вы вторая какая машина, участник ДТП? Кто водитель? Я. Есть фотография, как вообще стояли изначально? Что? Как стояли изначально? Там Мартин сейчас должен встретить регистратора вдруг. Он отъехал сразу. Ну там... Потому что вы напали на мою жену. Я поэтому отъехал. Вы, получается, ехали по крайней правой, правильно? По крайней правой. А Kia тут взялась. А Киев взялась с обочины. Получается, он перестраивался с обочины. Он перестраивался с обочины, прям вырулил, такой угол взял, как будто его там кто-то должен пропускать или... Кать. Есть видео, там была Ограничение движения, я слышу из уст этого водителя. Да какие-то, я не знаю, с камерами какие-то, я не знаю. это Да Ограничили его. клоуны какие-то, блогеры вот эти Говорит, вот. да, ограничили права и свободы. Бездельники вот эти вот. Заводы стоят. Движение свободы. Совершенно верно, совершенно верно. Да. Еще все без масок и вообще митинг какой-то у них тут. Вот он уже видит. Мне кажется, он звонит Малахову, чтобы показали в «Пусть говорят» и будем разбираться. А? Ты вроде не малой, мы вроде ровесник лет по 40. Нет, ну так это же тоже... Ну это же тоже смешно, то, что он делает. Понимаешь? Ну я Мы понимаю, ограничиваем свободу. Какую свободу мы ограничиваем? Езда по обочине, это вы ограничиваете Ну так- свободу других не граждан. подходите ко мне, пожалуйста. Так, руки от меня. Ко мне не подходите, полтора метра от меня отошел. Руки от меня. А это кто такой? А это кто пришел тут у нас? Стоит. Кто же мне? Молодой человек, уйдите отсюда вообще. Ты кто такой? Это главный бездельник. Бездельник, уйдите отсюда. Идите работать. Там завод открылся. Иди на завод, слышишь, эй? На завод иди давай. Там завод открыли. Что, нельзя что ли тебя снимать или что?
Почему? Наезжаешь туда. Тоже мне, а? Иди отсюда. Вот Провокаторы вы сраные. свободу Я не вот хотел ограничиваем доставать. тут? Вот не хотел доставать, а? Провокатор. Дима, Чё вы тут все ты откуда снимаете? пришел вообще? Его слова повлияли на меня, поэтому я ухожу. Я не могу оставить Виталика одного. Будем снимать все, что происходит. Да, вот этот мужчина говорит о том, что мы наверняка и не клоуны, хреновые блогеры, бездельники и все такое. О, слетает тоже, да? Потеряешь однажды. Еще раз тронешь, ты мне за нее деньги отдашь, понял? Все, Здесь уже угрожают. Если тронешь, ты за меня Угрожают за уже. нее деньги ругайтесь. отдашь. 50 тысяч Не ты, рублей. а вы. Не ругайтесь. 50 тысяч Не рублей. ты, а вы. Ты мне без разницы, сколько она стоит. Тогда руки не протягивай. так. Тогда вы отойдите, Понял? пожалуйста. Не ты не понял, а вы. На вы Всё, разговариваете, Сильно пожалуйста. успокойтесь, Я не только надо. называю выглядку. А как ты выглядишь? Не- Вот это вот толков. Нет, тут спорный вопрос, конечно. Скажите, а вы зачем по обочине ехали? Не можете сказать? Ну просто понять Я логику. писал, выезжал потом, Писал? да. Понятно. Остановился, писал, выезжал, да. А мы сейчас смотрели с с регистратора, там вы ехали, не писали. Отстань, пожалуйста. Или вы бутылочку? Там видно, как он ехал? Абсолютно. Покажи. Видео нужно? Абсолютно. А товарищ утверждает, что он писал всего лишь. Писал? Писал. Может быть даже как? Ничего себе. Трос порвался. И ведь могло сыграть так струна, что у нас башки бы поотлетали. ДТП, уехать как бы отсюда, потому что здесь небезопасно. Конечно. Нет, подождите, как мы можем бросить? Человек ведет себя агрессивно, нападал изначально. Здесь находимся мы как бы. Да, Если вдруг он и что-то вас будет- уработает, мы что Нет, будем нас делать? никто не работает. Просто всех, кто не является участником ДТП, прошу убрать автомобили. Потому что Давайте, это нарушение, как бы. Там, Остановка стоят на автомагистрали. там есть, там автомагистраль заканчивается. Вот мы видим, прям с смотрите, инспектор, сейчас мы покажем и уедем. Смотрите, человек Не, едет. ну как бы человек показал видео, я как бы... Вы видели уже, да? Да. Вам его отправить куда-то? Скиньте, Всё. да, на видео. Вы и меня всё. штрафуете на 1500 за езду по. И все. А Соответственно. здесь я хочу написать заявление о ограничении моих прав. Соответственно, Ой. это ваши Ребята, полномочия. нам пора текать. На нас Всё, будут я писать убегаю. заявление. Я, правда, только Это что прибежал, но я убегаю. ты вообще попал. Всё. Давайте его во всем обвиним. Он последний, он и папа. Все, ладно, сотрудник нам сказал уехать, поэтому мы уезжаем. Камер повесьте, столбов вон. Я не знаю, хоть задницей жуй этих И на столбов. столбы повесить кого? Бедрил. Камер. Бедрил, если только плюшевых. И только такие. Только такие. Нам инспектор сказал покинуть, что все, кто не участвует, чтобы мы все уехали, поэтому я предлагаю все-таки уехать. Да, поехали. Виталик здесь останется, мы здесь на заправочку буквально, если Не, что, мы мы рядом. можем прям перед Димой стать. Ой, перед Лёгой. Там заканчивается уже автострада через 800 метров. Кстати, там мы- да, супер. Пойдем, давайте Всё, уедем. правильно смотрю. Я с вами, сударь, можно? Пожалуйста. Но вот только назад. Виталий, Я, еще я пиши. просто не хочу на этих помойках Да я ездить. понимаю тебя прекрасно. Не на эти, а вот там, Камрюк. Слышь, ты охренел, блин? Мы тебя любим. Коричневое говно стоит, Света, Вот это вот. Ой, ребята, вы что? Так. Эй, Вася, Только назад. слушай, вопрос к тебе.